Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре легкий танк, проходной прокачиваемые ветки нации Польша, второго левела 7 ТП. Вот. А кто-то только начал эту ветку качать, а кто-то уже давно закончил и, может быть, хочет покататься, слезть со старших левелов на младшие. А хорош ли этот танк для этого? Имба, не имба, все это мы сегодня выясним. Вот, по сложившейся традиции, хочу вместе с вами начать с бронирования. Идем смотреть бронирование 7 ТП. Так, вот наш 7 ТП. Смотрите, какой весь оранжево-красный. Брони до хрена. Смотрим. НЛД 11, ВЛД 17, 5,3 ВЛД, вот эта верхняя часть, люк мехвода 11, подбашенная рубка 17, рубка сама башня 18, щеки 26, вот щеки могут чего-то иногда зарикошетить. Боковая броня 13, соответственно танковать он от нее не сможет. Брони нигде нету, кроме как в щеках башни. Все, идем в ангар, что-то смотреть, нет брони. Давайте смотреть основные модули. Нас, естественно, интересует, у нас танк второго левела, нас интересует пушка третьего, потому что идти со второго вот на эту вторую я вам точно не рекомендую, потому что бронепробитие здесь меньше, чем, конечно же, вот на этой топовой пушке. Но чтобы ее установить, нам нужно поставить топовую башню. Вот. Альфа у нас 55. Вот, бронепробитие основным снарядом 55-71 голдой. Заряжается почти 3 секунды на стойке, разброс 0,4, время сведения 2,3. Вот, движок однозначно надо качать, очень маленькая удельная мощь лошадей на тонну у этого танка. Поэтому топовый двигатель, здесь 130 лошадей, здесь у нас 140, как минимум 5% вам даст подвижности. Ну а на месте подвижность по скорости поворота, шасси здесь 45 градусов в секунду, здесь 40. Извините, почти 10% к подвижности на месте. Поэтому однозначно тоже качать. Вот, это касаемо основных модулей. По оборудованию. Сразу смотрим. У нас всего лишь один слот под оборудование. И мы смотрим мобильность. А это очень важный фактор в песке. И поэтому нужно его улучшать. У нас 39 максимальная скорость, почти 15 лошадей на тонну. Что удельная мощь, что максималка. Это у нас 39, я прошу прощения, уже на турбине. И удельная мощность на турбине. Вот, и все это уберете, будет 35. Удельная мощность 14 лошадей. То есть даже с турбиной он ни хрена не едет. Поэтому ставить в оборудование необходимо только турбину. По снарядам ББХ у нас летит 732, голда летит 915. То есть подвижные цели, да, которые к вам будут боком ездить, перемещаться, отстреливать, конечно, нужно голдой. Ну, плюс там бронированные. Хотя какие там бронированные танки на втором, не знаю, первом уровне, да. Вот к третьему попадете, уже есть броня. Соответственно, на этом снаряде, безусловно, можно играть, но нужно выцеливать. Учитывайте, опять же, скорость полета. Важный момент. Вот, снаряжение однозначно ставите ремку. Экипаж, здесь у нас 4 члена экипажа. Первым перком командир, ламп, всем остальным ремонт. Качайте, поставить на гуслю, быстрее будете чиниться. Вторым перком всем боевое братство. Дальше качайте, как показано в таблице. Вот, УВН минус 12, то есть углы наклона орудия очень комфортные, но поскольку у нас броня есть только в щеках, и то не против каждой пушки, да, то, конечно, эти УВН не сильно помогут этому танку. Но в любом случае они есть. ХП у нас 380, это стандартный показатель для второго уровня. Мобильность мы с вами уже смотрели. По незаметности у меня экипаж только прокачивается, перк незаметности, у командира его вовсе нету. Когда полностью прокачается, где-то будет 24 неподвижной машины и где-то в районе 20-21 в движении. По обзору у меня штраф, поскольку у меня вообще экипаж на 100% не переобучен на эту машину. У нас в польских ветках нету легкого танка. Поэтому я посадил экипаж со старшей СТшки, да, но переобучать не стал, зачем мне портить экипаж. Я буду для обзора играть как инвалид на ходулях. Но вы-то будете лучше, я уверен. Поэтому обзор у нас 247, у меня штраф аж 53, был бы 300 метров. Как для вторых левелов, это средний нормальный показатель по обзору.
Вот. А по сути, давайте по плюсам, минусам танка. По минусам танк высокий. По минусам у танка нет подвижности, как на месте ворочаться, так и вперед и назад по скорости. То есть он достаточно медленный. А это основной параметр для песка 2-3 уровня. Да, скорости нету, это жирный минус. По броне нету. Соответственно, это тоже жирный минус и странный минус. Когда обычно у танка нет брони, соответственно, он легкий, и у него есть подвижность. Здесь нет ни того, ни другого. По пушке. Из-за того, что экипаж у меня не выкачан на 100%, у меня сводится орудие достаточно долго. У вас, если вы будете катать, переобучите экипаж на 100% на эту машину, вероятно, будет ситуация лучше. Не то, что у меня. Но на параметр скорость поворота, углы там градусов в секунду, да, у вас не самый лучший показатель, потому что башня ворочается очень медленно. Это тоже минус. Какие же есть плюсы? Ну, к плюсу можно отнести, что, опять же, при нормально обученном экипаже у вас достаточно нормальный обзор 300 метров, как для второго танка, это норма, да. По незаметности на вторых, третьих левелах, там, на первых, они особо этот параметр еще не сильно влияет, но помогает новичкам особенно играть. Здесь этот показатель, он как плюс, так и минус. Нельзя сказать, что этот танк супер незаметный, в первую очередь, потому что он высокий. Вот. Ну, вроде все моменты мы обсудили. По пушке, ну, альфа достаточно маленькая, стандартная альфа, стандартная КД пушки, то есть такой обычный, без каких-то фишек танчик. Вот. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотреть, как данный агрегат играет современно рядом. Погнали. Ё-моё, степи. Обзор польского легкого танка 7 ТП. Попали мы к единичкам. Ребята, сейчас устроим отстрел. Я включу голду на обзоре, да, вы сейчас скажете, фу, голда, нет. Скорость полета снаряда 900. Вот это интересно. А скорость полета на ББ не интересно. Только за, чтобы побольше урона нанести. Ладно, сейчас проверим этот танк обзором боя. Поехали, трантаски. Так, смотрим, скорость. Даже на турбине скорости нет. О, башня еще, заметьте, медленно ворочается, что гораздо будет мешать в бою. Сильно, я думаю. Танки. Танки. Смотрим. Ой, сводится долго пушка. Ладно, свелись. Про то тут будет светить первые левела. Там деревья повалили, по-моему. Аккуратнее там. Да. Разброс просто сумасшедший. Пробили. Шрам останется загляденье. Пробили. Миленько. Пробили. Это мне нравится. Стоять. Вывел его из строя. Пробили. Хорошо пошло. Сейчас убьем, Получи. наверное. Да. И этому конец. Убили. 2 Один фрага у есть. нас. Можно наступать. Жесть. 347 уже настреляли. Свое хп отбили. Господи, тарантайка, а? Скорости нету. Сведение слабое. Альфа маленькая. Фиат. Сейчас будем фиата загрызать. Так. Вот там бой уже. Так, фиат убегает.
И мы ползем. Враг уже близко. Получи! Все, Фиата загрызли, едем дальше. Так, враг уехал? Нет, вот он. Держу цель. Всё. Какой злой. Хорошо пошло. Миленько. Меня задели. Злой. Почти всё ушло. Накинулся на нас, на маленьких. Так, 630 настреляли, едем дальше. А, ну один противник остался, его сейчас убьют. Все. Бой закончится, господа. Не, мы не успеем даже. Да, ну все. Все, счет 10-0. В сухую выиграли. Благодаря нам. 2 фрага, 630 настрелов. Ну, я шучу, не благодаря нам, понятно. Шутка. Машина в целом медленная. Вот, долгое сведение, медленно поворачивается башня. Ну, такой себе, явно не имба. Спускаться со старших левелов, играть на этой тарантайке, ну, не доставляет никакого удовольствия. Сейчас, ну, выиграл быстро, да, всех мы убили. Тут второе место по урону, кстати, заняли. Вот. Все потому, что мы попали к первым левелам. Попадете вы на этой тарантайке к третьим, у вас жопа сгорит синим красным пламенем просто. Поэтому, ребята, пишите свои комментарии, как вам 7ТП, поляк, ЛТ. Вот, начало ветки, да. Насколько вам заходит, не заходит. На каком оборудовании вы его катаете. Я вам рекомендую побыстрее пройти этот танк, выйти на трешку и голову себе не ломать. Ездить на нем дальше или нет. Эта тачка не заслуживает вашего внимания и места в ангаре. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.